Бывшая сержант Сара Миллер случайно встретила на улице свою отставную служебную собаку, овчарку по кличке Рекс. Когда-то он спасал ей жизнь на миссии в Ираке, прикрывая от взрыва и вытаскивая из-под огня. После возвращения в США Саре не разрешили забрать пса, сказали, что о нем позаботятся. Но теперь перед ней стоял истощенный, дрожащий Рекс. Собака оказалась у старика по имени Джордж, который нашел ее на свалке и выходил. Для него это был Лаки, единственный друг. Сара объяснила, что Рекс был ее напарником. Джордж, поколебавшись, отдал ей поводок, попросив лишь дать псу достойную жизнь. Дома Сара нашла в старом ошейнике клеймо с аббревиатурой «СИБИ», частной компании, заключавшей контракты на пенсию служебных собак. На деле животных перепродавали или бросали на улицу. Сара связалась с журналисткой Мией Харрис, которая давно искала доказательства. Вскоре Рекс вновь проявил себя. Он спас маленькую девочку Эмму, выбросившись под машину и получив тяжелые травмы. Видео происшествия попало в сеть, сделав его героем. Пока врачи боролись за его жизнь, Сара и Мия решили рассказать всю историю. В газете вышла статья о Рексе, его службе и клейме СИБИ. Поднялся скандал. Сотрудники компании начали признавать, что собак списывали как мусор. Общество потребовало расследования. Рекс выжил и медленно шел на поправку. Эмма принесла ему свою куклу, чтобы он не чувствовал себя одиноким. История дошла до Конгресса, обсуждался закон о защите служебных собак. Сара выступила с речью, держа в руках клеймо, и зал аплодировал стоя. Со временем приняли новый закон. Ни один отставной пес больше не мог оказаться на улице. Ветераны получили право забирать своих напарников домой. На площади Нью-Йорка открыли памятник служебным собакам. Рекс вышел рядом с Сарой, старый, но гордый. Он прожил еще несколько лет под заботой Сары. Когда его сердце остановилось, она была рядом. Позже, стоя у памятника, Сара шептала, что он навсегда останется ее братом по оружию. История Рекса изменила судьбу сотен других собак и стала символом верности и мужества.